Здравствуйте! Приветствую вас на канале Горячая новость. Срочно! Я кашляю, кажется, у меня вирус. Вдруг о последних словах Бабкиной перед комой. Коллеги-артисты сейчас очень переживают за здоровье госпитализированной Надежды Бабкиной. Народная артистка попала на больничную койку 1 апреля, спустя 2 недели после юбилейной вечеринки в честь 70-летия. Скорее всего, именно на празднике в ресторане певица и подхватила китайскую заразу. Друзья Надежды Георгиевны, несмотря на уверение ее пресс-службы, что у Бабкиной обычная пневмония, заявили, тест дал положительный результат. Популярный российский актер и близкий друг певицы Надежды Бабкиной Вячеслав Манучаров рассказал о последнем звонке артистки. По словам актера, тогда 70-летняя певица жаловалась на плохое самочувствие. Более того, Бабкина подозревала у себя китайскую дрянь. Она сказала: «Я кашляю, кажется, у меня китайская гадость», — вспомнил Манучаров. Ранее в сети начали обсуждать, что Надежда Бабкина виделась с Львом Лещенко на своем дне рождения и могла подцепить это от него. Надежда Георгиевна заболела, но тем не менее я считаю, что ничего страшного не произошло. Мы все болеем, многие уже выздоровели, рассказал актер Сергей Астахов в эфире программы «Прямой эфир». Мы играли с ней в одном спектакле, когда мы встречались с ней на ее дне рождения 19 марта. Она, как человек очень ответственный, считала каждого, нас было 49 персон, чтобы не нарушать, так сказать, распоряжение властей. Она чувствовала себя прекрасно и очень переживала, что сорвался ее масштабный юбилей. Но тем не менее, мы весело провели время, все ее поздравляли. Конечно же, мы обнимались, конечно же, целовались. Но тогда, я подчеркну, не было прямой явной угрозы каждому из нас. Мы даже представить себе не могли, что вскоре будут такие ограничения. На создание материала уходит долгое время, а вам, чтобы поставить лайк, секунда. Если вы хотите быть в курсе всех важных событий в социальной и политической сфере, ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал. А также оставляйте свои комментарии по теме. Нам интересно любое мнение.